Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Димаш Кудайберген продолжает в Billboard Hot Trending Songs укладывать на лопатки своих конкурентов один за другим. Еще вчера он был на 7-й позиции, а уже сегодня мы видим песню Fly Away на 4-м месте. Хочется верить, что и наши оперативные новости помогают влиять на эти события. Мы уже готовим для вас подробную инструкцию, чтобы все были вооружены и готовы атаковать мировой чарт Billboard в Твиттере. Во вчерашнем выпуске мы подробно рассказали, что такое Billboard и почему так важно, чтобы Димаш занял там высокие позиции. Перед тем, как посмотреть актуальные результаты Fly Away в рейтинге Billboard, давайте освежим в памяти, как появилась эта песня и кому мы должны быть благодарны за ее создание. 24 августа на фестивале «Новая волна-2021» в Сочи Димаш Кудайберген презентовал новую композицию Fly Away. Это была одна из 3 премьер, которые были презентованы на этом фестивале. Динамичный трек обращен к молодежной аудитории. Песню для Димаша написали казахстанские авторы. Композитор Едижан Габасов, больше 20 лет работающий в музыкальной индустрии, и бэк-вокалистка исполнителя Джордан Аракелян. Едижан Габасов рассказывает, что мелодия и основная линия композиции родилась достаточно быстро. Вдохновение пришло ко мне одним спокойным вечером, когда в голове внезапно появилась мелодия. Я начал напевать ее вслух и сразу вспомнил голос Димаша. И тогда я подумал, что очень бы хотел, чтобы именно он спел эту песню, рассказал Едильжан. Джордан Аракелян известна нам как автор текстов таких хитов Димаша, как «Give Me a Love» и «Be With Me», а также слова новой песни «Fly Away» покоряют мировой чарт Billboard. Димаш всегда говорит заранее, о чем должна быть песня, и сам закладывает в нее смысл. Когда он напевает демо новых композиций, можно прослушать определенные слова, даже если Димаш напевает их без текста. Новая композиция Fly Away – это песня о духовной и творческой свободе, а также свободе мысли. Маленький человек в большом городе. Эта тема неоднократно поднималась в искусстве. Мне повезло. Я был на премьере этой композиции прямо в зале и видел реакцию зрителей. Я помню свои первые чувства от услышанного. Надо отметить, что Димаш всегда удивляет своего зрителя. Казалось бы, ты знаешь все приемы артиста наизусть, и тебе кажется, что уже ничего не сможет тебя удивить. Однако Димашу это удается снова и снова. В этой песне Димаш полностью перевернул представление о поп-жанре 21 века, как когда-то это сделал Майкл Джексон в 20-м. И то, что тогда в представлении зрителя было поп-музыкой, на сегодняшний день является неподражаемым образцом качественного музыкального продукта. То же ощущение возникло у меня во время исполнения Димашем композиции Fly Away 24 августа в Сочи. Невероятно стильная композиция как по звучанию, так и по исполнению. Димаш с помощью своего голоса создал ощущение бесконечного полета в этой песне, и она взлетела. Давайте посмотрим куда. Давайте сначала посмотрим результаты за 7 дней. Напомню, что изначально Димаш Кудайберген был на 19 месте, а сейчас вы можете наблюдать уже 16-ю позицию. Это очень классный результат. 174 тысячи упоминаний, и обратите внимание на проценты, плюс 4000%. Таких результатов даже близко нет у конкурентов, поэтому у нас есть все шансы продвинуться еще выше. Давайте также посмотрим результаты за 24 часа. Напомню, еще вчера мы были на 7-м месте. С утра я делал пост в Instagram, мы были на 4-м месте. Сейчас это место занимает Лиса, а мы вновь вернулись на 7-е место. Но почти 80 тысяч упоминаний и плюс на 134% мы с вами активизировались. Надеюсь, что новости и публикации будут вызывать у вас интерес к этой теме, и вы сами станете активными участниками голосования в Твиттере. Давайте попробуем вывести Димаша ближе к 1-му месту. Обратите внимание, на 1-м месте известная легендарная корейская группа BTS, а также 2-е место занимает Seventeen. Но, я думаю, если мы немного поднажмем, то мы сможем приблизиться к этим лидерам. Так что, дерзайте. Как видите, совместными усилиями армия Диарс может сделать невероятные вещи. Так что вливайся и ты. Вместе мы сможем все. Кстати, Ваня Червинский, большой любитель популярной музыки, один из первых оценил композицию Fly Away
и уже тогда, после премьеры, возвещал ей большое будущее. Друзья, на мой взгляд, выступление Димаша на «Новой волне» — это намного больше, чем просто песня. Я хочу сказать, что есть ощущение, что снова, как в 2017 году, Димаш выходит на какой-то новый и очень интересный этап своей жизни, в своей карьере. Во время посещения «Новой волны» я почувствовал, что мы находимся на пороге нового этапа в карьере и в жизни Димаша, а следовательно и в нашей жизни тоже. Есть ощущение, что после выхода этих песен Димаша уже никто не может остановить и никто не сможет ему помешать. 3 новых песни, которые спел Димаш на «Новой волне», это не просто песни, это настоящий крик души. И я немного разбираюсь в английском, совсем чуть-чуть, поэтому, друзья, я хочу вам сказать, если вы обратите внимание на слова, которые он поет в 2 песнях, 3-я песня — это вокалист, то вы поймете, что он готов к новым достижениям, к новым открытиям, что он полностью хочет изменить свою жизнь. В песне Stranger он поет о том, что перед ним необъятные земли, и что он готов к новым шансам и готов к тому, что ему будет нужно проверить себя на прочность снова. Ну а в песне Fly Away он говорит о том, что теперь его никто не может контролировать, что он хочет обрести настоящую свободу, и что только он сам знает, что же ему нужно от этой жизни. На этом у меня все. Буду и дальше следить за успехами Димаша в мировом чарте Billboard Hot Trending Songs. И, разумеется, держать вас в курсе всех событий. Алга в Твиттер, Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.